Rolls-Royce, Hermes, Rolex, Chanel. Почему вещи этих брендов стоят так дорого? Почему за сумку из кожи можно заплатить 10 тысяч долларов, а за часы 100 тысяч? Неужели они действительно того стоят? Эти бренды нашли способ продавать нам не вещи, а мечты. Сегодня мы разберем, как люксовые бренды, такие как Hermes, Rolex, Louis Vuitton, Gucci, создают ценность буквально из воздуха и заставляют людей платить за нее миллионы. Это не просто товары, это символ статуса, эксклюзивности и успеха. Мы разберем ключевые стратегии брендов и посмотрим, как они искусственно повышают ценность своих товаров. Люди всегда хотят то, что недоступно, и люксовые бренды знают об этом. Они сознательно ограничивают производство и тем самым создают искусственный дефицит. И чем выше стоимость товара, тем больше у человека желание приобрести этот товар. Давайте посмотрим пример. Сумка Hermes Birkin. Вы не можете просто прийти в магазин и купить сумку Birkin. Нужно попасть в закрытый список ожидания, который может длиться годами. Причем бренд сам выбирает, кому достанется сумка, а кому нет. По данным Business Insider, на одну сумку Birkin приходится в среднем 6 человек в листе ожидания, а ее цена варьируется от 10 до 500 тысяч в зависимости от эксклюзивности модели. Давайте посмотрим на еще один пример. Это Rolex. Они выдают дилерам буквально несколько моделей в год, что позволяет Rolex на вторичном рынке дорожать в разы, потому что ограниченное количество экземпляров, искусственный дефицит. Люди хотят чувствовать себя особенными, поэтому бренды создают лимитированные коллекции, например, Supreme и Louis Vuitton. Это коллекции, которые не только дорого купить, но и на вторичном рынке их стоимость также взлетает порой до небес. Коллекция Supreme и Louis Vuitton включала в себя футболки, толстовки, сумки и аксессуары с узнаваемым логотипом Supreme, сочетающимся с традиционными элементами Louis Vuitton, такими как культовый монограммный принт. Это сотрудничество вызвало настоящий ажиотаж. Многие вещи из коллекции стоили $1000, но на вторичном рынке их цена взлетала в 10-20 раз. Например, сумка с логотипом Supreme и Louis Vuitton могла стоить около 5000 в официальных магазинах, но на вторичном рынке ее цена могла достигать 50 тысяч. Это сотрудничество еще раз подчеркнуло о том, что уличная мода может спокойно существовать с люксовыми брендами, и многие люди будут хотеть эти коллекции. Но давайте посмотрим другой пример. Это Bugatti. Они в 2019 году выпустили La Voiture Noire. Это единственный автомобиль, больше не выпускают, который стоит 18,7 миллионов евро. Это самый дорогой автомобиль, который когда-либо выпускался. Не это главное. Главное, что Bugatti в этом случае выбирает человека, который может купить этот автомобиль. Не вы как потребитель говорите «я хочу и я куплю». Нет, должен бренд подтвердить, что вы можете купить этот автомобиль, что вы достойны этого автомобиля. Практически как с сумками Birkin, когда вы находитесь в листе ожидания несколько лет. La Voiture Noire, в переводе «черная машина», была представлена как автомобиль, который будет производиться в единственном экземпляре. Цена этого шедевра 18,7 миллионов евро, около 20 миллионов долларов, что делает его самым дорогим новым автомобилем, когда-либо созданным. Этот автомобиль сочетает в себе мощность, эстетику и невероятную эксклюзивность. Voiture Noire оснащен 8-литровым двигателем V16, который способен развивать скорость до 420 км в час, а его ускорение от 0 до сотни за 2,5 секунды. Это не просто машина, это произведение инженерного искусства. Люксовые бренды не только занимаются тем, что ограничивают производство, либо повышают цену, либо создают уникальные коллаборации, но люди готовы платить еще и за интересные истории, либо легенды, которые создаются вокруг люксовых брендов. Например, стоит обратиться к Chanel. Я думаю, что вам известен Chanel номер 5, и его изобрела в 1921 году Габриэль Коко Шанель. И, наверное, первое, что вы вспомните про Chanel номер 5, это флакон. Второе, что вы можете вспомнить, это легендарную фразу Мэрилин Монро, когда она говорила то, что «спит в капле Chanel номер 5». И эта фраза стала мгновенно символом женственности и необычайной привлекательности. Chanel ограничивает производство флаконов и проводит маркетинговые кампании, превращая духи в предмет коллекционирования. В 1950 году флакон Chanel номер 5 был выставлен в Музее современного искусства в Нью-Йорке, что окончательно закрепило его статус как произведение искусства. Когда мы говорим про люксовые бренды и их истории, нельзя не остановиться на Дом Периньоне.
И это один из самых легендарных и знаменитых домов шампанского в мире. Но не только качеством и тем, как они производят и продают свои вина, известен этот дом. Он также известен легендарной фразой, которую сказал основатель: «Я пью звезды». Естественно, эта фраза стала важным маркетинговым инструментом в деятельности Дом Периньона. Дом Периньон создает лучшие свои вина и только в винтажные годы, что, естественно, создает дефицит, порой искусственный. Эксклюзивные выпуски, такие как Дом Периньон P3, могут стоить десятки тысяч долларов за бутылку. Когда мы говорим про люксовые бренды, нельзя, конечно же, не рассматривать их маркетинг и то, как они создают контент. Конечно же, самое прямое — это спонсорство, поэтому Rolex вы можете увидеть во Формуле-1, в гольфе, теннисе. Но есть и такие бренды, которые активно создают контент. Давайте на них посмотрим. Один из самых ярких примеров — это Gucci. Gucci в последние годы активно работает с молодыми инфлюенсерами. Он проводит коллаборации в ТикТоке, у него появляются различные активности в играх, и это позволяет бренду работать активно с молодой аудиторией. Gucci. My neck, my back, my neck, my back, my neck, my back. В 2020 году Gucci запустил свой популярный Gucci Challenge на TikTok, который стал настоящим вирусным трендом. Пользователи этой платформы начали создавать видео, в которых они демонстрируют свой стиль в одежде Gucci, исполняют танцы, снимаются в необычных локациях и создают креативные наряды, вдохновленные модой бренда. В результате этот тренд принес Gucci невероятную популярность среди поколения Z и миллениалов. Суть вызова заключалась в том, чтобы надеть одежду и аксессуары Gucci и показать свою уникальность. TikTok с его алгоритмами рекомендовал это видео на главной странице, что позволяло всему миру увидеть молодежную интерпретацию люксового бренда. За время существования хэштега Gucci Challenge было снято тысячи видеороликов, многие из которых стали популярными на платформе. Это позволило Gucci использовать силу массовых трендов и вовлечь сотни тысяч молодых людей в обсуждение и покупки продукции. Gucci активно сотрудничает с популярными блогерами и TikTok-знаменитостями, чтобы сохранить свою популярность среди более молодой аудитории. Gucci активно сотрудничает с Harry Styles, который в своем стиле воплощает философию бренда. Он делает рекламные съемки для Gucci, которые активно распространяются в соцсетях, включая TikTok. Такой подход создает ассоциации бренда с молодежной культурой, оригинальностью и индивидуальностью. Gucci также использует виртуальную реальность и геймификацию в маркетинговых кампаниях. В 2020 году бренд запустил эксклюзивную коллекцию для игры The Sims. Эта кампания была нацелена на привлечение внимания игроков и молодежной аудитории, которая активно участвует в жизни виртуальных миров. В игре игроки могли купить виртуальные вещи Gucci для своих персонажей, что являлось не просто рекламой, а уникальной возможностью для пользователей интегрировать люксовый бренд в свою цифровую реальность. Так почему же все-таки люди платят за люксовые бренды? Потому что это определенное доказательство. Часы «Я успешен», уникальная машина «Я на волне». Вы получили уникальную, лимитированную серию в определенном клубе. Это возможность принадлежать к чему-то. Это возможность быть уникальными. Это возможность выделяться среди огромной серой массы. Отвечая на вопрос, почему люди покупают люксовые бренды, нельзя не упомянуть перепродавцов, потому что это отдельный рынок, отдельная категория. Это люди, которые еще больше повышают и так уже созданный брендами дефицит, потому что они точно так же охотятся за брендами, что увеличивает, естественно, ценность каждой покупки. Например, Nike вместе с коллаборацией с Трэвисом Скоттом стоили $200, когда только-только вышли. Но через год эти же кроссовки на вторичном рынке стоили 5000. Подводя итог, мы можем сказать о том, что люди покупают люксовые вещи не только потому, что это что-то особенное. Это возможность принадлежать к определенному клубу. Это возможность почувствовать себя лучше. Это релаксант. Но и при этом это покупка мечты. Мечты того, что есть какие-то товары, которые кому-то недоступны. Мечты того, что
у вас есть вещь, у которой есть история, мечты, которые многим могут быть недоступны. Это возможность принадлежать к определенному кругу людей. За это многие готовы платить огромные деньги, и люксовые бренды этим пользуются как никто другой.